Друзья, всем привет! С вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня 16 апреля, и вы смотрите новый обзор из нового аэропорта по новому направлению на моем канале. Сегодня впервые мы летим из аэропорта Когалым в город Пермь. Авиакомпания UTair, вылет 18:45, прилет 22:05. Время в пути 3 часа 20 минут по расписанию. Продолжительность трассы чуть более 1100 километров. Стоимость авиабилета 2606 рублей минимум, то есть это субсидируемый тариф, субсидируемое направление на 50% правительством Тюменской области и Пермского края. Для сравнения, например, тот же UTair летает из Екатеринбурга в Тюмень, там 300 километров, примерно по сопоставимой цене. А в Уфу там 350 километров, как минимум такая же цена и выше, поэтому билеты здесь очень дешевые. Насколько я понимаю, это направление появилось совсем недавно. Сегодня минус 12 градусов. Я немножечко не угадал с погодой, потому что уже через неделю, когда я планирую, что этот обзор будет опубликован, уже будет плюсовая температура. Поэтому я замерз. Очень холодно, по ощущениям вообще минус 20. Снежно, облачно. Здесь ходит всего один общественный транспорт, но, насколько я знаю, всего лишь 2 рейса. В 11 часу и во 2 часу дня. Поэтому, скорее всего, вам придется воспользоваться услугами такси. Оно минимум от 200 до 300 и 400 рублей, может быть даже и больше, в зависимости от спроса. Появление аэропорта 30 лет назад в Когалыме стало началом тысячи дорог к новому будущему. В 1991 году состоялся первый технический рейс Ан-24 из Сургута. Люди вздохнули с облегчением. Скоро закончатся многосуточные мытарства по авто- и железнодорожным вокзалам, по соседним аэропортам. Сократилось время доставки в город вахтовых бригад. У жителей появились нормальные транспортные условия. Так воздушные ворота стали мощным градообъединяющим фактором. 1992 ознаменован первым пассажирским рейсом Когалым-Екатеринбург. Немного об истории аэропорта Когалым. Он достаточно не старый, появился в конце 80-х, в начале 90-х, и тогда же в 92 году был запущен даже рейс в Екатеринбург. Сейчас здесь всего 2 направления. UTair летает в Москву, аэропорт Внуково, и второе регулярное направление – это Пермь. Остальные рейсы являются вахтовыми, то есть заказными. Их выполняет и UTair, и другие авиакомпании по заказу. Ну, видимо, возят вахтовиков. Начнем с обзора аэропортовой площади и зайдем в это небольшое здание. Там в основном, я думаю, снимать практически нечего, но посмотрим, что там есть внутри, какие сервисы для пассажиров. До вылета остается меньше 3 часов. Здание аэропорта совсем небольшое, и слева от него находится вышка управления. Аэропорт достаточно свежо выглядит, нестандартно. То есть я бы не сказал, что это какой-то советский типовой проект. Очень интересные интерьерные решения.
Туалет вполне приличный, правда, не совсем. Вот такой формат. Можете вручную забирать, сигареты тоже есть. Так выглядит авиаблогерская сумка. Посадка пешком. Самолет стоит на перроне, то есть без автобуса. Вон его хвост. АТР-72. Наталья Некрасова, бортпроводник Дарья Коробейник. Наш экипаж от имени авиакомпании ТР приветствует вас на борту самолета АТР-72. Выполняющий рейс 204 по маршруту Когалым, первый аэропорт Большой Савиной. И поздравляет с наступившим праздником, с Пасхой. Наш полет будет проходить на высоте 60 метров, с маршрута 1220 километров. А еще пути 2 часа 40 минут. Разница во времени между городами отсутствует. Сейчас мы ждаем вращения на запад двигателя. Мы рассчитываем через 15 минут согласно расписанию. Формируется от ваших целей безопасности не рекомендуется. Оставлять ремень безопасности застегнутым. На протяжении всего полета пока снимайте кресло. Желаю вам приятного полета. Вылет, внимание. Наш самолет оснащен аварийно-спасательным оборудованием. Our aircraft is fitted with emergency equipment. Наш самолет имеет 4 аварийных выхода. Выходы расположены: 2 в носовой части, 2 в хвостовой части самолета. Our aircraft has 4 emergency exits. 2 exits located in the front and 2 exits located at the back of the aircraft. Дамы и господа, каждый выход обозначен цветовым табло «Выход». Every exit is marked with an exit sign. Световая дорожка вдоль прохода указывает направление к выходу. The illuminated track will direct you to the exit. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. Pay attention to the exit nearest to you. Ваш ремень безопасности должен быть застегнут. После включения табло застегните ремни. Your seatbelt should be fastened after the fasten seatbelt sign is illuminated. Посмотрите, как им пользоваться. We will now show you how to use it. Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечник в пряжку. Туго затяните ремень. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle. Tighten the strap. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. To fasten the seatbelt, lift the buckle cover. Дамы и господа, наш самолет оснащен кислородным оборудованием. Кислородная маска находится в панели над креслом. Our aircraft is equipped with oxygen equipment. An oxygen mask is located in the panel above the seats.
При ухудшении самочувствия вследствие разгерметизации пассажирского салона можно воспользоваться кислородной маской, которую предложит бортпроводник. If you are feeling unwell due to the decompression of the cabin, one of our cabin attendants will offer you an oxygen mask. Возьмите маску, плотно прижмите к носу и рту и дышите нормально. Take the mask, press it firmly against your nose and mouth, and breathe normally. Более подробную информацию вы можете получить из инструкции по безопасности, которые находятся в кармане впереди кресла, и трафаретов, нанесенных на двери и люки. For more details, please refer to the instruction card located in the seat pocket in front of you and the posters on the doors and hatches. Убрать откидной столик, опустить подлокотники кресел, открыть шторку иллюминатора, застегнуть и затянуть ремень безопасности, перевести электронные устройства и мобильные телефоны в авиарежим, не использовать персональные наушники во время руления и взлета самолета. Благодарим за внимание.
расчетное прибытие 21 час 20 минут местного времени. Погода в аэропорту хорошая, температура воздуха плюс 4 градуса Цельсия. Во время снижения и посадки самолета. Если вы пользовались ручной гладью во время полета, необходимо поместить ее под сиденьем предстоящего кресла или на багажную полку. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. To prepare for landing, please stow your table, lower your armrest, open your window shade, fasten and tighten your seatbelt. Do not use personal earphones during landing and taxi. Please put your hand baggage under the seat in front of you or in the overhead compartment. Thank you for your attention. Дамы и господа, через несколько минут освещение салона будет выключено. В случае необходимости пользуйтесь индивидуальным освещением. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, in a few minutes, the cabin lights will be switched off. You may use your individual leading light. Thank you for your attention. аэропорту города Тверь. Температура воздуха плюс 4 градуса, местное время 20-20 минут. Правила поположенных креста застегнуты ремнями безопасности до включения табло подцепили ремни. Пожалуйста, проверьте карман среди стоящего кресла на предмет забытых вещей. Дамы и господа, летайте выгодно. Программа лояльности и ТР-статус. Получите мили за парк-совершенное в течение года и оплачивайте билеты по курсу. 1 миля, 1 рубль. Узнайте больше о привилегиях статус на сайте utr.com. Уважаемые пассажиры, на сайте авиакомпании UTR вы можете приобрести авиабилеты по выгодным ценам без комиссий, агентских сборов и посреднических услуг. Покупая билеты на сайте, вы экономите время и деньги. Благодарю за внимание. Уважаемые пассажиры, просим вас оставаться в своих местах с застегнутыми ремнями безопасности до выключения табло застегнутых ремней. Благодарю за внимание. Дамы и господа, говорит командир, добро пожаловать в Тверь. На этом нашли достаточно груза выбрать компании Тверь. Видите, на ребят наших рейсах. Скажите, всего вам доброго, хорошего вечера. До свидания. Пассажиров, вылетающих рейсом номер 160, Пермь, Тюмень, авиакомпании UTR. Друзья, впервые прилетели в аэропорт Перми, потому что обычно я отсюда вылетаю. Причем минут на 45 раньше расписания мы прилетели. Не знаю, зачем 3:20 ставят в расписание. Подвожу итоги. Аэропорт Когалыма замечательный, гостеприимный, клиент-ориентированный аэропорт. 5 я ставлю еще с плюсом от себя. Хороший, интересный, розеток там достаточно много. И в общей зоне, и в чистой зоне. Авиакомпания UTR, ну, к сожалению,
до лучших времен придется ее отложить, а когда наступят лучшие времена, мы все с вами поймем, поэтому, возможно, какое-то время до лучших времен я не буду пользоваться услугами этой авиакомпании, хотя все возможно. И оценивать тоже не буду, как и аэропорт Перми. Тут тоже надо поработать, и может быть такая же ситуация, но пока не готов сказать. Всем хорошего вечера. Сейчас я еду обратно в Екатеринбург на поезде, буквально через 2-3 часа уже он будет. А я, наверное, не говорил, но скажу, что в Когалым я специально ехал на этот рейс на поезде. Я, наверное, сделал нарезку в начале. И 23,5 часа из Екатеринбурга ехал в Когалым для того, чтобы совершить этот перелет. Сейчас здесь плюс 4, уже где-то около 10 часов вечера. Всем хорошего вечера и хорошей погоды. Пока.